Привет, я Вадик. Последние 5 лет я работаю на фрилансе. Я занимаюсь дизайном сайтов, приложений и баннеров. И в этом ролике я хочу поделиться своим опытом, рассказать о типичных ошибках фрилансеров, как их не допустить и вообще как начать фриланс и зарабатывать на нем в 2 раза больше. Поехали! Главное, чтобы голос не сел у меня. Первая ошибка фрилансера – это завышенное ожидание от работы на себя. Поймите, большинство курсов в погоне за прибылью идеализируют фрилансеров. Курсы показывают нам не то, чему мы можем у них научиться, а эмоции успешных людей. Отсюда эта стойкая ассоциация фрилансера со стопкой денег, свободой, сном до обеда и пальмами. Задумался перейти на фриланс и работать под солнцем у океана? Для начала не забудь поставить защитный зон, чтобы не перегрелся ноутбук. Да, именно зон самое важное на фрилансе. Ага. Ребята, которые насмотрелись этой рекламы, а по факту это самая настоящая бесстыжая реклама, могут сильно разочароваться от реального положения дел. Не надо думать, что фриланс похож на легкую прогулку. Но я могу вам ответственно заявить, фриланс действительно приносит больше денег, чем наемная работа. Даже если вы живете и работаете в Москве, что уж говорить о регионах. 200-300 тысяч на фрилансе в хорошие месяцы – это вполне реалистичный результат. Но чтобы его достичь, вам нужно избегать ошибок, о которых я рассказываю сегодня. Давайте начнем с самого начала. Как стать фрилансером? Какие ошибки бывают в самом начале? Если вы уже решили, что так дальше продолжаться не может, и вам нужна удаленная работа, нельзя с этим тянуть и откладывать. Откладывать – это вторая ошибка. Есть такое понятие «вечный студент». Это человек, который боится начать зарабатывать. Ему постоянно кажется, что он не готов, ему не хватает знаний, что-то еще надо выучить, пройти еще одни курсы, добавить работ в портфолио. Кстати, для дизайнеров наполнение портфолио – это какая-то беда. Есть такая прибаутка: хочешь выиграть, хотя бы купи лотерейный билет. Применительно к фрилансу это означает: рассылай свои работы и делай коммерческие предложения. Но дизайнеры вместо этого упорно вытачивают свои картинки на Behance и изучают все смежные направления. Ну, например, дизайнер хочет делать сайты, а заодно изучает анимацию и 3D. Он думает, что сейчас он вообще все поймет, подготовится на 100% и такой красивый на белом коне ворвется на фриланс. К сожалению, так это не работает. Более того, даже если этот человек устроится на работу, у него может развиться синдром самозванца. Я вообще этого не заслуживаю, просто такое стечение обстоятельств, мне повезло, и вот-вот люди все остальные тоже узнают, что на самом деле мне повезло, а не такой уж я и умный. Больше половины сотрудников самых крупных и известных IT-компаний с самыми высокими зарплатами на рынке посчитали себя недостойными этой работы. Вот эти цифры, поставьте на паузу и посмотрите. В Apple и Cisco чуть меньше половины, но вы только вдумайтесь, 45% сотрудников Apple считают себя самозванцами, но тем не менее работают в Apple. Я думаю, что лучше считать себя самозванцем и работать в Apple, чем быть вечным безработным студентом. Поэтому тянуть со стартом на фрилансе не надо. Вам постоянно будет казаться, что знаний не хватает, это нормально. Но чем больше вы откладываете, тем больше у вас растет тревожность. И в какой-то момент этот страх от фриланса перевесит все его плюсы, и вы можете вообще отказаться от идеи работать на себя. Я понимаю, что решиться на такие глобальные изменения сложно, и чтобы снять эту тревожность, нужен план. Отсутствие планирования – это следующая ошибка начинающего фрилансера. Нельзя просто бросить текущую работу, остаться дома и решить: все, я фрилансер. В отличие от наемного специалиста, у которого есть заранее определенный круг обязанностей, фрилансер делает все сам. Он управляет проектами, ведет переговоры и выполняет свою основную работу. Тут очень легко запутаться и, например, все рабочее время потратить на выполнение задач, забыв о поиске клиентов. Для начала выпишите все свои действия поэтапно. Создать портфолио, оформить аккаунты на биржах или собрать список всех возможных работодателей. Ну, например, те, кто хотят более равномерную и прогнозируемую работу, идут не на биржу, а в агентство. А это значит, надо составить список этих агентств. На это тоже нужно время. Время в планировании – это самое главное. Вы, как фрилансер, должны сами себе ставить дедлайны. В самом начале вашего пути, когда вы только делаете портфолио, на его создание тоже должен быть дедлайн. То есть определенная дата, после которой вы будете его рассылать, даже если оно вам не нравится. А то я знал дизайнеров, которые бесконечно делали портфолио и к рассылке даже не приступали.
Уже работая фрилансером, вам надо научиться самим ставить дедлайны, обсуждая их с клиентом. Чаще всего менеджер со стороны клиента не хочет брать на себя излишнюю ответственность. Говорит просто: задачу нужно выполнить ASAP, то есть как можно быстрее. Я сам на этом чуть не выгорел. Я бросал все и приступал к задаче. Так делать не надо. В большинстве случаев ASAP это сегодня, в течение дня или вообще завтра. Не надо самого себя загонять в угол. Называйте дедлайны с запасом. Клиент в большинстве случаев с вами согласится. Резюмирую, очень важно простыми понятными пунктами расписать план своих действий, хотя бы на месяц вперед, и поставить цели. Дальше. Следующая ошибка фрилансера – это пассивная позиция на рынке. Что это значит? Что вообще значит начать карьеру фрилансера? Это прежде всего найти клиентов, то есть людей, которым вы можете чем-то помочь в обмен на деньги. Очень многие по классике идут на биржу, регистрируются и ждут заказов. Очевидно, что заказы не берутся из воздуха. Если вы на бирже, вам надо каждый день отправлять заявки, хотя бы штук по 10. Если же вы сами ищете клиентов, надо рассылать коммерческие предложения, тоже десятками каждый день. Многие фрилансеры говорят о страхе быть навязчивым. Например, вы отправили письмо возможному клиенту и не получили ответа. Многие это воспринимают как отказ. На самом деле письмо могло попасть в спам. Оно могло застрять из-за слишком большого прикрепленного файла или просто его пропустили на фоне большого потока корреспонденции. Как говорил один мой знакомый менеджер, когда писем много, главное снять болт. То есть сделать все письма прочитанными, ответить на важные и забить на все остальные. Естественно, когда менеджер работает в таком режиме, он может просто забыть о вашем письме. Не надо стесняться. Если вам не отвечают, продолжайте регулярно писать. Это не новый совет, и вам может показаться, что все ему уже давно и успешно следуют, и работодатели просто завалены письмами фрилансеров. Отсюда следующая ошибка – страх конкуренции. Ему очень легко поддаться. Вот, например, прямо сейчас на бирже 1000 фрилансеров и у каждого по 100 работ. Кажется, что пробиться через них просто невозможно. Но тут надо понимать, что в топе бирж прежде всего типа маркетологи, а не специалисты. Им кажется, что клиентам важно только количество работ. И я не знаю, сами они их сделали или у кого-то стырили, но качество этих работ не выдерживает никакой критики. Просто какой-то невероятный трэш, слепленный на коленке. Вот представьте клиента, который пришел на эту биржу первый раз. Он хочет решить свою проблему, обратившись к специалистам. Он хочет получить результат без откровенного брака, получить его вовремя и оплатить удобным способом. Увидев весь этот ужас, клиент закроет биржу, потому что эти работы не вызывают доверия. Они очень дешевые, но это только кажется, что приоритет большинства клиентов – это максимальная экономия. Очень часто заказчик на дизайн – это посредник. Это может быть менеджер, который взял со своей основной работы клиентов на дом. Или это опытный переговорщик, который уже крутится в бизнесе и сам работает как агентство. Таким людям дешево не надо. Они потеряют гораздо больше, если сэкономят, но сорвут сроки и подставят уже своих заказчиков. Даже если клиент сам владелец бизнеса и все делает для себя, то все равно он очень четко прописывает все этапы проекта. Он договаривается с компаниями-партнерами, заранее договаривается о рекламе или хочет выпустить сайт к определенному сезону. Например, лето и Новый год – это сезон прохладительных напитков. Поэтому такой клиент не будет доверять первому встречному на бирже, а будет искать исполнителей через знакомых, тщательно хранить эти контакты и передавать дальше. Хороших дизайнеров, как и копирайтеров, 3D-шников, моушн-дизайнеров очень-очень мало. Как же стать хорошим дизайнером? Следующая ошибка – это сфокусироваться только на своей основной специальности, забыв о софт-скиллах. Я напомню, что есть жесткие навыки, это hard skills, это умения, необходимые для конкретной работы. Их еще называют профессиональными. А есть гибкие навыки, soft skills. Это дополнительные знания и умения и личные качества. Они особо не зависят от конкретной работы, но помогают строить карьеру и работать более успешно. Давайте я перечислю основные. Самоорганизация, коммуникация, умение гуглить и стрессоустойчивость. Самоорганизация, она же тайм-менеджмент, нужна, чтобы эффективно распределять время между поиском новых заказов, общением с заказчиками, самой работой и отдыхом. И отдых тут особо важен. Без него вы не сможете эффективно выполнять свою работу и быстро выгорите. Если вы не можете отдыхать, то надо себя заставить, как минимум не работать на выходных.
Коммуникация – это умение договариваться и аргументировать свою позицию. Тут важно понимать, что вы не раб и не обязаны на все соглашаться. В большинстве случаев клиенты так, на удачу, говорят заниженную цену и нереальные сроки. Вы можете и должны предложить свои условия. О деньгах мы поговорим чуть позже. Дальше – поиск информации и умение гуглить. И сейчас я даже не говорю про поиск решения проблем, которые могут возникнуть на проекте. Это само собой. Умение гуглить полезно, чтобы быстро найти информацию про вашего заказчика и про других участников проекта. Например, вы оказались в одной фигме с другими дизайнерами или верстальщиками, которые тоже работают на этом проекте. Так это отличный повод найти их и познакомиться. Я множество раз таким образом получал новые заказы. Ну и стрессоустойчивость. Все постоянно про нее пишут, но это очень абстрактный термин. На практике мне помогают хорошие наушники, изолирующие от внешних факторов, а некоторые предпочитают использовать затычки для сна. Так уже будет спокойней. Второй момент – это всегда понимать, что критикуют не вас лично, а вашу работу. Ну и третье. Большинство клиентов не разбирается в вашей профессии и может задавать очень глупые вопросы и просить чего-то странного. Ну, например, меня просят оперативно обновить макет сайта и использовать в нем новую картинку, которую пришлют вечером. Но обновить надо уже сейчас. Что? Я спокойно объясняю, что я не могу использовать их новую картинку до того, как они мне ее пришлют. Вообще это кажется очевидным, и раньше я очень волновался в такие моменты. Почему так происходит? Часто у менеджеров очень много задач, проектов, они вечно все не успевают, забывают, и именно поэтому получаются такие казусы. Ну и в финале. Неумение зарабатывать деньги – это самая большая ошибка фрилансеров, на мой взгляд. Многим кажется, что если они просто хорошо выполняют свою работу, то доход должен расти. Многие боятся называть цену или даже говорят: «Я мало поработал на этом проекте и не буду просить денег». Ну или скажу цену поменьше, чтобы уж точно клиент согласился. Так думает и делает большинство дизайнеров. Это их отличает от менеджеров. Вот та самая работа в офисе на дядю. Этот дядя может вообще не разбираться в вашей работе, он может периодически требовать невозможного и тупить с управлением задачами, но что он делает лучше всех, так это называет цену и ведет переговоры, иначе не было бы этой компании. Дизайнеры постоянно удивляются, почему у них так мало денег и почему другие зарабатывают больше. Когда вам сложно взять первый заказ, вы предлагаете бесплатно, за отзыв или сильно ниже рынка. Естественно, что заказчику это нравится. И дальше он рекомендует вас как очень дешевого специалиста. Это замкнутый круг. У меня тоже была такая проблема. На фриланс я пришел из студии дизайна. И там на любой комментарий мы реагировали так: да, конечно, сделаю, есть множество вариантов. И, конечно, в этот момент мы не думали о деньгах. За нас это делали менеджеры. Поэтому первое время на фрилансе мне было очень тяжело. Иногда даже не хватало на аренду квартиры. Я уже думал искать другую работу на полный рабочий день. И тут, в какой-то момент, мне помог опытный менеджер. Он сказал: учись вести переговоры. Если обычно я просил за лендинг 20 тысяч рублей, он говорит: проси 30. Если я уже работаю с клиентом по такой цене, и вдруг помимо лендинга просит что-то еще, отдельную страницу с товарами или страницу конкурса, надо сразу увеличить цену, тысяч на 15. Это кажется очевидным, но как обычно бывает на практике, к вам обращаются с задачей, и по идее к ней должно быть четкое ТЗ, на основе которого вы сможете оценить проект и выставить цену, но это только в идеальном мире. Обычно задача не прописана четко, и в момент, когда вы полностью в нее погрузились и начали делать, возникают дополнительные задачи. Тут даже опытному дизайнеру бывает сложно в этот момент бросить задачу и начать заново вести переговоры по ценам, но именно это и есть ключ к хорошему доходу. Раньше я называл это «как сварить лягушку», то есть дизайнера. Известно, что из горячей воды лягушка выпрыгивает сразу, а вот если воду нагревать медленно, она сварится. Это реальные случаи из жизни туристов. Кофе с лягушкой. Так вот, обычно задачи начинаются следующим образом. Все очень просто, нам только чуть-чуть поправить и быстренько сделать. А дальше уже в процессе выполнения задачи появляется куча сложностей и доп. Работ. Моя ошибка была в том, что я думал, клиенты это специально делают, чтобы запутать дизайнера и сбить цену. Но на самом деле они сами не знают всех тонкостей задачи и готовы заплатить больше, если вы попросите. Таким образом, я, делая все то же самое, как обычно, в 2 раза увеличил свой доход. Да, бывают отказы, когда я наглею не прохожу по цене, но и проекты эти не самые приятные.
Вроде все просто, а времени уйдет очень-очень много. И такой отказ даже приятно получить. Есть еще один момент по ценам. Клиент и вы по-разному подходите к оценке проекта. Например, вам заказали лендинг, прислали для него плохие фотографии, и вы сразу можете включить в цену их обработку, а клиент не будет готов увеличивать ради этого бюджет. С другой стороны, например, вы привыкли уже работать по вечерам или даже на выходных и готовы выполнять заказы срочно. Для вас в этом нет ничего необычного. Но как раз за это клиент может согласиться на увеличение цены. Для него это будет нормально – заплатить за срочность. А если он захочет сэкономить, то не будет требовать с вас задачу срочно. Тоже хорошо. Сплошные плюсы. Поэтому вы должны отслеживать такие моменты и, оценивая задачу, думать как менеджер. Возможно, для этого вам придется взять курсы по управлению проектами или самому поискать информацию. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь, и мы с вами увидимся совсем скоро в новом видео. Всем пока!